Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня мы с вами побываем в Заревской общеобразовательной школе Домодедовского района. Эту школу вы уже видели в моих роликах, когда мы модернизировали компьютерный класс. За это время много всего изменилось. Мы поставили сюда, помимо компьютерного класса, 2 3D принтера, лазерный резак CO2-шный, ну и много всяких небольших вещей для работы, для изучения Arduino, сборки квадрокоптеров и т.д. Почему именно эта школа? Эта школа находится в Домодедовском районе и охватывает очень большую территорию обучающих. В ней учатся около 1500 человек. В данную школу ходят дети из соседних деревень и поселков. И я решил помочь этой школе, потому что в нашей стране, мне кажется, очень нужны свежие инженерные кадры. И заинтересовывать детей в таком возрасте — это очень важно. Дети очень хорошо отзываются на это, у них очень, так скажем, светлые умы. Ну, сейчас мы пойдем и посмотрим, какие проекты дети делали в этом году. Добрый день, я Гусев Евгений Александрович, учитель технологии в школе МАО «Заревская СОЖ». Мы находимся в Центре технического творчества, рядом с нашей командой учеников, которые сейчас занимаются своими 3D-моделями. Благодаря Дмитрию Павловичу в нашей школе появился Центр технического творчества. Он подарил нам 2 3D-принтера, комплектующие для различного рода поделок, компьютеры для программирования и сбора разных поделок и, конечно же, лазер. Так, вот в этот кабинет хотели приобрести токарку и фрезерку. Вот. Надо прикинуть, куда поставить. Да, и мы хотим вот здесь поставить. Если они будут не совсем большие, можно... Нет, может просто взять, тут какой момент? Есть вариант какой-нибудь джет взять китайский, да, мне не нравится. Либо ТВ-3 взять в хорошем состоянии, он как раз же они раньше в школах использовали, он понадежнее. Джет мне чем не нравится, у меня был, уж очень они из пластилина сделаны, ушатывается сильно. И фрезерку какую-нибудь. Как-нибудь фрезер поставить сюда, токарку. Здравствуйте, господа. Сегодня у нас будет отличное коротенькое занятие про мосты. Итак, существует 6 типов мостов. Балочный, консольный, арочный, подвесной и еще 2. С 2 сторон земля, посередине вода. Увидимся на следующей неделе. Пока. Меня Дмитрий зовут. Вот. Познакомьтесь, Дмитрий Павлович. Это наши дети, которые занимаются технологией. Вот эта команда из 3 человек занимается 3D-моделированием. То есть вот Валера, допустим, он анимации делает по 3D-моделированию. Орлов делает у нас сами 3D-модели, а Герман рендерит все. 9 класс, который занимается сейчас, завтра пойдут на ОГЭ, но они сегодня пришли, чтобы вас увидеть и показать свои работы. То есть Михаил, который у нас программист, он делает программы, Python, Arduino, вот он совсем работает. Сегодня покажет свою программу. Никита, который у нас занимается, он с лазером хорошо подружился. Работает 3D-модели, такие фундаментальные, в компасе, по чертежам. Степан, который собирает, он у нас как инженер, спаивает, настраивает, квадрокоптер он создал полностью. Так, и Миша, он у нас тоже программист, он расскажет про свою шифрующую программу. Ничего себе. Кое-что вам тогда не довез, это двигатель, мощный коллекторный. Я для протеза брал, думаю, пригодится. И вот это же их на страйкбольный автомат сейчас. Да. Что-нибудь пригодится. Не, пригодится, мы и собирали страйкбольный автомат. Так, это вот что-то с олейком? Это плата. Ой, я даже знаю, какая это для 2-го коптера. Степан, следующий год. А вот это, не знаю, преобразователь, вы заказывали, нет? Пригодится еще. Да, наверное, не я, но ладно. И вот еще какой-то преобразователь чего-то. Да. И вот еще. Спасибо большое. Уже летал он? Да. Вчера и сегодня летал. Надеюсь, не упадет сегодня. Но мы его можем запустить и попробовать, конечно, в любой момент. А там, кстати, Ардупилот или что? Ардупилот. Да. С этого года, допустим, можно уже школам участвовать в гонках между квадрокоптерами. Это очень интересно. Да, очень и интересно. вот хотелось бы, ваши платы, эти, которые вы, собственно, привезли, хотелось бы сделать гоночный квадрокоптер. А этот мы сделали с вашими моторами, которые тоже вы нам подарили.
То есть, чтобы он грузоподъемность мог хоть какую-то вести. Чтобы был большой, ну, он больше для съемок. И обычно грузоперевоз. У нас с Александром Николаевичем был прошлый проект, мы с ним вдвоем. Нам было интересно мощность 2 3D этих принтеров, что вы поставили Ender. Нам было интересно испытать, насколько он, вероятно, может сделать беспилотник. И мы сделали небольшую версию самолета. Но я могу запчасти него дать, он просто упал. Аккумулятор был меньше, у него заряда не хватило, и он упал и разбился. Но почему он полетел? Да. То есть он даже хватает, все отлично, вообще замечательно. А как, кстати, принтер ничего? Вот это же я же говорю, почему? Даже самолет могут сделать. Принтеры нормально. Вот это на нем полностью, ну, конечно, я уже менял свой. Вот я пэдж поставил, пыла, потому что те, ну, как... И мы покажем манипулятор тоже на 3D принтере. Лазер использовали для манипулятора, но фанера не выдерживает всех поворотов и ломается быстро. Нет, ну вы смотрите, если у вас есть готовые 3D-модели, мне, например, у меня же в Житнево здесь металлообработка, можно из алюмишки нарезать все то же самое. Даете модели, там в свободное время Роман Сергеевич не откажет, там обрезков много, нахреначить вам из алюминия это 3 секунды. Ну, вот и все, и скручивать. Ну, конечно, на фанере моделируйте, отдавайте как бы модельки, и все, он там, ну, в течение недели нарежет, там у меня много, есть что, бывает обрезки, конечно, мы можем сталюгу, алюминий резать, в принципе, не проблема. Компы работают, это радует, еще не померли. А вы сегодня посмотрите, как они работают, вот, снова же Валера покажет, как он анимацию делает, Орлов покажет, как он делает вертолет, все хорошо работает. Это хорошо. У этого Ubuntu либо перестала идти поддержка от репозиториев apt-get, либо что-то в принципе с сайтом. Его нету. Его самого нету. Он либо выключен, либо просто убрали его. Альтернативы нет никакие-то? Альтернативы нету. Потому что это Linux. Не, просто надо Linux другой ставить. Странно. Они за первые компьютеры. Да не, там просто Linux очень древний, и они уже не поддерживаются. Ну, там вот у меня уже все подготовлено, у меня там вся среда готовая. Не, просто будет время, парни, реально переставьте, это же несложно, там с флешки его прям хренак и все, и понеслось. Ну и поэтому Windows поставил. Не получилось у меня понтануться, ладно. Он покажет свою программу по шифрованию. О, да, давай, расскажи, что делает, что как. Пользователь сначала себе запускает программу, перед ним запускается вот это окно с вводом пароля. После того, как пользователь вводит правильный пароль, перед ним открывается второе окно. Дальше, собственно, пользователь выбирает шифровку или дешифровку, вписывает туда ключ, он может быть любой, ключ для шифрования. Вводит текст, нажимает «Выполнить», и перед ним появляется зашифрованный текст. Дальше он может удалить, вот тут добавляются кнопки отдельно, он может удалить вот этот текст, скопировать итог буфера обмена или вставить сюда текст из буфера обмена. Соответственно, точно так же происходит и дешифровка, если введен правильный ключ. Также он может сохранить этот итог в виде формата TXT на компьютере. У нас некоторое время была проблема, то что не осталось питания. Нужно дарить сразу подключение. Бешеный. Да, плавности не хватает еще. Да, мне вначале говорили сделать резко. Сейчас вроде более-менее нормально. Да, есть, конечно, проблемы, но работает, и это уже хорошо. Но он же как работает? Энкодеров нет, он же по степ-диру работает. То есть у него обратной связи нету от этих... Ну как серводвигатель работает? Здесь он просто шаги передает, а есть понятие этих серводвигателей с энкодером. Вот эти вот серводвигатели, у них стоит внутри... У них, короче, да, у них контролится угол. У них есть данные от двух стиков, и кнопки тоже, и они каждый раз меняют данные на другие, и если они как раз таки подходят, то он не меняет. И из-за этого как раз таки есть проблема, что он практически их постоянно меняет, они могут перегреваться, но так как это в принципе просто такой проект, то
Понятно, понятно. И можешь его на определенный угол открутить, да? Да. Ну да, вначале нужно тестировать, но если один раз как бы все получилось, то как бы все. Не, можно делать и водород чистый, с протон-проницаемой мембраной, но это все дорого, и как вот они там, парниша, для мышц используют, но по мне это все дикое извращение. Это либо вода, либо, я не помню, там еще какая-то смесь. Нет, они делают газ, нет, они берут соду. Плохо. Да, они соду туда добавляют, чтобы электропроводимость была. Да. Если добавить соль, у тебя получится хлор еще выделяется. А хлор в смеси с водородом, такие все приколы. Вообще... А будет он может даже при очень взрывоопасной смеси, даже при ярком свете может бабахнуть. И будет в качестве продуктов распада это соляная кислота. Не особо прям. А его прям печатали здесь, да? Да. А он еще и модульный, кстати, он его модульным делал. У него, получается, можно? Я думаю, ты сам можешь. Делали запасной, мы еще не успели переставить из ПЛА обычного. Ну просто, да. Началась недоэкструкция, и он таким вот, мы его испугались ставить. Вот они просто могут включаться. Понятно. Ну что же, это ваши же моторы. Да, я помню, да. Ну, слушай, ничего, такая бесявая штука. Ну, это, так сказать, наш первый опыт с квадрокоптером. Ну, прикольно, у нее даже там гироскоп работает. Да. Акселератор. Заходим в приложение RDWorks, импортируем картинку, нажимаем Open, настраиваем размер. Первая это ширина, 5 сантиметров ширина и 60 миллиметров высота. Двигаем к точке лазер. Настраиваем гравировку. Выставили гравировку и резку. Надо запустить лазер. Да, это все очень дорого стоило. Размер нам подходит. Нажимаем старт. И он начинает вырезать. Пошел дымить. Оп. О, такая вот штукенция получилась. Логотипчик местный. Это вам и вашей команде. Спасибо. Слушай, он прям это, смотри, сделал это, такой объемник. Клево. Клево, спасибо. Слушай, ну это толстая фанерка. Класс. Спасибо. Вот. Что, будем запускать? Ну да, сейчас. Да. Либо на улице, либо... Да, надо на улице, надо, чтобы не прибить никого здесь. Удачи тебе, пластмассовый друг. Что-то у него как контактик отвалился или нет? Да. Что? Да, похоже, контакт отошел. Это сказать, и мотора. О. Ну, он сейчас не взлетит из-за того, что просто провод лежит на плате. Так вот. Ну ладно, в следующий раз посмотрим. Летал, верим. А ты его контролируй, давай, Саш. Я думаю, как-нибудь молодежь надо экскурсию к себе провести, как КБ закончу. Думаю, всем интересно будет. Да, вот. Я тоже буду рад. Было бы интересно. Да. Хорошо, а вы обращайтесь, что по металлу порезать, если надо. Прям порежем со станками, добью все. Посмотрю еще, что у меня есть для квадрокоптеров, это да. Ну да. Да. Ну все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Всего хорошего. Пока.